Всем привет! В этом видео я расскажу, как легко и быстро начать работу в программе LightMaster. Посмотрев его, вы узнаете, как можно создавать, генерировать анимации для архитектурной подсветки, медиаинсталляций и световых шоу. Поехали! Запускаем программу LightMaster, создаем новый проект. И после того, как программа открылась, пробежимся немножечко по интерфейсу. По центру у нас находится основное рабочее поле, на котором мы будем раскладывать пиксели, создавать анимации. Слева у нас есть вкладки Composition, Pictures, 3D Object и вкладка Property. По ним мы пробежимся чуть позже, и снизу у нас находится панель Timeline. Все границы окон мы можем свободно передвигать, создавая удобное рабочее пространство. Вкладки могут быть как плавающими, так могут быть и прикреплены в любое место, как нам будет удобно. После того, как мы создали удобный интерфейс, мы можем его сохранить. Window, Workspace, New и сохраняем его. После этого с этим рабочим интерфейсом мы будем работать, и у нас будет с ним загружаться программа. Размещать приборы на рабочем поле мы можем двумя способами. Первый — это по одному, выбрав кнопку Add Fixtures и просто щелкнуть на рабочем поле. У нас создаются приборы и автоматически располагаются на вкладке Features. На вкладке Property у нас отображаются свойства выделенного прибора, в данном случае последнего. Также можно их создавать с помощью кнопки Create Line. В этом случае у нас создается линия, а мы указываем количество приборов, которые будут расположены вдоль нее. Например, 50. Приборы на линии располагаются последовательно в направлении от начальной точки к конечной. То есть там, где у нас первая точка, будет располагаться первый, дальше второй, третий и в конечной точке последний. Если последовательность нас не устраивает, то мы можем ее развернуть на противоположную кнопкой реверс. Для любого из созданных приборов мы можем поменять его тип. По умолчанию идет тип RGB, то есть сначала идет красный канал, потом зеленый, потом синий. Если щелкнуть на этой кнопке, то откроется библиотека. Мы можем выбрать либо прибор в библиотеке, GRB, BRG, либо создать свой собственный прибор. Edit, клон. Создается копия прибора в пользовательской библиотеке. Здесь мы можем задать количество каналов, поменять их местами, перетаскивая мышкой, и указать, за что отвечает данный канал, если это необходимо. Любое из созданных устройств мы можем передвинуть. Для этого нужно его выделить либо во вкладке Features, либо прямо на рабочем поле и просто мышкой переместить в нужное место. То же самое касается линии. За центральную точку мы можем ее перемещать. Помимо этого, линию мы можем поворачивать. Минимальный угол поворота по умолчанию выставлен в 15 градусов. При необходимости мы можем это изменить. Перемещая угловые квадраты, мы можем изменять размер линии, искажать ее пропорции. Для изменения положения узловых точек линии используется инструмент Edit Spline. Любые из созданных приборов мы можем клонировать. Создам, например, линию и выберу инструмент клон. Здесь указывается количество копий, а также смещение по оси X и по оси Y. Если какой-то из приборов вдруг оказался не нужен, его можно удалить кнопкой Delete. Итак, с расстановкой приборов на рабочем поле и их настройками мы разобрались, и теперь я покажу, как можно запустить анимацию, которая проигрывается на заднем фоне, на реальном оборудовании. Воспроизводиться будет тот цвет, который расположен под нанесенным на рабочем поле оборудованием. Вещание производится по протоколу ArtNet, поэтому вам потребуется контроллер, который поддерживает данный протокол. Это может быть любой контроллер, не обязательно такой же, как у меня, главное, чтобы он поддерживал протокол ArtNet.
Помимо контроллера у меня есть пиксели RGB, которые управляются по протоколу DMX. То есть контроллер преобразует ArtNet в DMX. При необходимости конкретно этот контроллер можно также перепрошить, и он будет преобразовывать ArtNet в SPI. Контроллер у меня соединен кабелем Ethernet с сетевой картой компьютера. Также на него подано питание, и пиксели подключены к первому порту. Все устройства, соединенные таким образом в сеть, для правильной идентификации должны иметь адрес, так называемый IP-адрес. В моем случае у контроллера адрес 192.168.0.100. Очень важно, чтобы контроллер и сетевая карта, к которой он подключен, находились в одной подсети. То есть вы можете изменить либо адрес контроллера, либо можете изменить настройки своей сетевой карты. Важно, чтобы первые 3 цифры в адресе контроллера и сетевой карты совпадали. Последняя, 4-я цифра, должна отличаться. Еще раз, у контроллера у меня адрес 192.168.0.100, у сетевой карты 192.168.0.113. Теперь нам нужно добавить контроллер в программу Lightmaster. Сделать это можно двумя способами. Первый — через поиск. Выбираем «Найти контроллер». Здесь указываем сетевую карту. Нажимаем «Поиск». Контроллер найден. Выбираем его и выбираем «Добавить». Разворачиваем меню. Контроллер добавлен. Бывает так, что контроллер добавляется без портов. У меня 6-портовый контроллер, но в данном случае порты на нем не добавились. Вы можете выделить этот контроллер и во вкладке Properties добавить количество портов. По умолчанию здесь 0. Я добавлю 6. Развернули. У меня все 6 портов у этого контроллера добавились. Если вдруг по каким-то причинам вы не можете найти контроллер, то вы можете воспользоваться другим способом. Нажимаем на плюсик, выбираем ArtNet контроллер и выбираем количество портов, которые у вас есть на контроллере. Выберу также 6. Добавился еще один контроллер, как и указывали мы, у него 6 портов. Здесь прописывается его IP-адрес. Очень важно, чтобы IP-адрес добавленного контроллера совпадал с адресом физического устройства. В моем случае мне второй контроллер не нужен, я его удалю. Если теперь мы отметим галочку Enable, то на контроллере у нас будет отображаться индикация. Это значит, что сигнал с компьютера идет на контроллер. Однако мы видим, что ни на пикселях, ни на контроллере у нас никаких изменений нет. Это происходит потому, что мы не указали, на каком порту будут висеть созданные нами устройства. Беру первый пиксель и перекидываю на порт. Сразу же у меня пошла индикация на контроллере, и на пикселе отображается анимация. Если дважды щелкнуть на черный квадратик около порта, откроется окошко, в котором будут отображаться задействованные каналы. Закину второй пиксель, сразу же добавились еще каналы, и начал отыгрывать второй пиксель. Третий. Адреса у пикселей автоматически выстраиваются по порядку. Если мы поменяем их местами, то адреса пересчитаются. Добавлю остальные пиксели и линию. Передвину ползунок анимации, и здесь видно, что на линии отображаются неправильные цвета. Это происходит из-за того, что в самом начале мы выбрали тип BGR. Поменяю обратно на RGB, и цвета сразу же исправляются. Трансляция на пиксели настроена, и я временно отключу сейчас галочку Enable, чтобы они у меня на столе не мигали. Теперь давайте вернемся к рабочему полю, я покажу, как можно создавать анимации и какие инструменты у нас еще есть. На панели инструментов над рабочим полем у нас есть несколько галочек, которые позволят нам настроить отображение в соответствии с нашими потребностями. Все приборы, которые у нас созданы, именуются Fixtures. Они отображаются, еще раз повторюсь, на вкладке Fixtures. И отключить их отображение на рабочем поле можно вот этой галочкой. Эффект, который проходит на заднем фоне, мы можем отключить галочкой «Эффект». У каждого прибора Fixtures есть адрес. Его мы можем отключить следующей галочкой.
Галочкой Layout мы отключаем отображение рамки рабочего поля. Галочкой Mask мы можем оставить только отображение анимации, которая будет просвечивать через расположенные на рабочем поле пиксели. Действие кнопки Background я покажу немного позже. Итак, на рабочем поле у нас расставлены приборы и есть некая ограничивающая рамка, которая называется Layout. Выделить ее можно либо во вкладке Timeline, Main Layout, либо щелкнув на пустом месте рабочего поля. И да, чтобы ее было видно, ее надо включить. После выделения появятся ее свойства во вкладке Property. В нижней части отображаются его размеры, и в данном случае, так как это основной базовый layout, эти размеры являются также размером рабочего поля. Вы можете их увеличить, если вам вдруг не хватает разрешения, однако злоупотреблять и задавать слишком большие значения не стоит, потому что чем меньше этот размер, тем меньше ресурсов тратит компьютер на обработку и тем быстрее все у вас будет работать. Помимо размеров, в свойствах лайаута есть возможность добавить фоновое изображение. Это может быть план, это может быть чертеж фасада или любое другое изображение, которое поможет вам правильно расставить световые приборы в соответствии с вашим эскизом. Добавлю изображение. И как раз галочка Background отвечает за отображение его на рабочем поле, позволяя его включить или выключить. Мы в процессе работы можем добавить еще лайауты. Каждый лайаут является ограничительной рамкой или контейнером, на который можно назначить отдельный эффект. Добавляются они кнопкой Create Layout. Щелкаем мышкой на рабочем поле и добавляем лайаут. После добавления мы можем подкорректировать его положение, перетащив за оранжевый квадрат. Также мы можем поменять его положение и размер через его свойства на вкладке Property. Создадим еще несколько лайаутов. И я покажу, как они работают. Добавляемые эффекты могут быть трех типов. Первый — это изображение, кнопка Import Image. Выбираем изображение, нажимаем «Открыть». Добавленное изображение не видно. Это происходит потому, что над нашим лайаутом есть еще один, к которому также применен эффект. Мы можем поменять их местами, перетащив мышкой, но сейчас я просто отключу эффект, и появится наше изображение. Сейчас оно просвечивает через маску расставленных нами световых приборов, но если я отключу background, отключу маску, включу эффект, я смогу увидеть это добавленное изображение. Второй тип эффекта, который можно добавить, это видео. Выделю второй лайаут и нажму кнопку Import Video. Все видео, которые добавляются в программу Lightmaster, раскладываются на последовательность кадров. Нажимаем кнопку Start. Видео добавлено. Выделяем еще один лайаут. И третий тип эффектов, которые мы можем добавить, это эффекты, которые генерируются в реальном времени. Нажимаем кнопку Create Effect и выбираем любой из понравившихся нам эффектов. После добавления любого эффекта все его настройки появляются во вкладке Properties при его выделении. Здесь мы можем изменить любой параметр, чтобы настроить выбранный нами эффект. Перед тем, как перейти к обзору следующей вкладки композиций, я наведу порядок на рабочем поле, чтобы в дальнейшем нам было проще с ним работать. Я удалю лишние пиксели и линию кнопкой Delete. Выключу отображение лайаутов. Включу отображение заднего фона. Изменю размер, чтобы здание смотрелось более пропорционально. В верхней части здания рядом с кровлей создам группу пикселей, 3 штуки.
Перемещу линию. Сделаю ее покороче. И пускай у нас на ней будет 10 пикселей. Можно даже еще короче. Перенесу все эти приборы на первый порт. Выделю их. Скопирую и вставлю. Нажму Ctrl-C, Ctrl-V. Передвину с помощью стрелок курсора на клавиатуре. Также перемещу на первый порт. Поменяю местами. Снова выделю все. Ctrl-C, Ctrl-V. Перемещу все на первый порт. Передвину. И также расставлю их по порядку. Скопирую еще раз. Передвину, ну и, например, часть приборов перенесу на второй порт. Теперь при выделении порта мы видим, какие приборы там расположены. То же самое при выделении приборов мы видим, на каком порту они у нас висят. Теперь пододвину layout. Я хочу, чтобы у меня верхний ряд приборов, а именно вот эти вот сборки по 3 пикселя, всегда во всех анимациях или композициях выделялись. Выберу layout, включу его, удалю созданный на нем эффект и изменю его размер. Возьму второй layout и перекрою им остальные пиксели. Третий layout я просто удалю. Теперь перейдем во вкладку «Композиции». Каждая композиция представляет из себя набор эффектов, размещенных на лайаутах на временной шкале. То есть все созданные лайауты у нас сохраняются от композиции к композиции, а вот комбинации эффектов мы можем создавать совершенно любые. Я удалю лишние эффекты первой композиции. И сделаю, чтобы у меня верхний ряд пикселей, а именно вот эти вот сборки, всегда горели белым. Да, лайаут можно переименовать. И переместить. Добавлю эффект Color. Задам ему белый цвет. Все, теперь у меня верхний ряд пикселей всегда будет белым. Я отключу бэкграунд, и теперь я вижу применяемый эффект. На остальных пикселях у меня будут подниматься вверх линии. Выбираю Layout Bottom. Выбираю эффект. И настраиваю его. Вот такой вот получился эффект. Если мы включим маску и отключим все остальное, то мы увидим то, что у нас получится на здании. И да, немножко поправлю ветку, потому что она у меня сейчас стоит неровно. Ну и чтобы композиция или анимация начиналась у меня не резко, включаясь сразу, а плавно, я сделаю следующее. Щелкну прямо на таймлайне, у меня создастся ключевой кадр. Еще один. И я сделаю плавное включение для пикселей. Сначала для одного эффекта, потом для другого. Плавное включение. И в конце у меня будет плавное выключение.
Теперь созданный эффект у меня начинается с черного и уходит в черное. Выбираю следующую композицию. Если вам вдруг не хватит композиции, вы всегда можете добавить ее кнопкой плюс. Также композиции можно удалить через правую кнопку мыши, выбрав Delete. На каждый лайаут может быть назначено несколько эффектов. При этом мы можем использовать различные режимы наложения, а также управлять параметрами с помощью ключевых кадров. Любой параметр может быть добавлен на временную шкалу щелчком на иконке секундомера. Также его можно убрать. А сам эффект мы можем скопировать, переименовать, перенести в другую композицию или удалить. Также эффекты можно переносить между лайаутами и менять лайауты местами. Все созданные в композициях анимации могут транслироваться при нажатии галочки Enable на созданном нами ранее контроллере. В реальном времени мы можем переключать композиции, и будет меняться анимация. Таким образом, с помощью программы Lightmaster мы можем управлять световыми приборами. Также в Lightmaster можно импортировать 3D-модель и предварительный просмотр созданных анимаций выполнять на ней. Как это делается, я рассказывал в одном из предыдущих видео. Созданные анимации можно экспортировать, чтобы в дальнейшем загрузить их на Lightmaster Player, который устанавливается в щит и осуществляет управление подсветкой без использования компьютера. Он имеет собственный веб-интерфейс и запускает композиции, сформированные в плейлисты, например, по календарю. Такой способ управления является более стабильным и надежным, чем использование компьютера, и о нем я расскажу в одном из следующих видео. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если же у вас еще остались вопросы, добро пожаловать в комментарии. Мы их все читаем и стараемся отвечать по мере возможности. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.